Зураб Анджапаридзе – великий певец, великий артист, любимец всех народов, которых объединял Советский Союз. Зураб Анджапаридзе – гордость грузинского народа. Он достиг таких высот в искусстве, что очень трудно дотянуться до его уровня. Голос лучезарный, голос, который играет всеми красками солнечных лучей. Не радуги, а солнечных лучей. У меня было ощущение, когда он пел, стены сразу раздвигались, потому что солнце светило со сцены. И вся позолота зала Большого театра начинала сверкать под лучами искрящегося голоса Зураба Анджапаридзе. Первый раз в 59 году, когда он пришел в театр, в 59 году, он был молодой, красивые глаза, улыбка замечательная, обаятельная очень улыбка. И очень располагающий к себе сразу человек. Познакомился, впечатление, что знаком уже давно. Вспоминается всегда только упоение пением на сцене. Никаких случайностей никогда не было с ним, не могло быть. Он слишком был большой профессионал для этого. Никогда не отменял свои спектакли. Всегда их пел. И на высоком уровне. Я с ним много пела Аиду. У нас был один состав, в общем. У Мелик Пашаева, Аида, я, Амнерис Архипова, Радамес Анджапаридзе и Лиссан Аманасова. И всегда это было событием большим, когда Зураб выходил на сцену. Я без волнения не могу говорить о Зурабе Анджапаридзе. Столько нас связывает и связывало всю жизнь. С первых классов средней школы мы дружили. Конечно, самое основное было для нас любовь
к вокальному искусству. Мы росли под эгидой нашего оперного театра, где мой отец и педагог Зураба Давид Андгуладзе пел еще до того, как начал бы преподавать в консерватории. На втором курсе консерватории Зурабу нужно было решать, баритон он или тенор. Были сомнения у его тогдашнего педагога. В один день меня попросил: поведи меня к своему отцу, пускай он решит. Если я тенор, я продолжу учиться в консерватории, если он согласится со мной работать как с тенором. А баритоном я быть не хочу и уйду из консерватории. Я никогда не забуду этого голоса. Я помню, как отец проснулся и сказал: конечно, тенор. Что главное в Зурабе Ивановиче Аджапаридзе? Прежде всего его тембр, его темперамент, его окраска звука. И слава Богу, что никто его не копирует. А если копирует, то пусть берет общий человеческий облик. Вначале это формировать надо. А потом уже звук белый, черный туда перекрывает фа и соли. Вопрос ведь не в том, что у Зураба Аджапаридзе был хороший голос. Нет. Я скажу так, такие голоса есть, были, будут. Я скажу так, что такие голоса, как у Шаляпина, были. Ну, даже некоторые говорят, были лучшие голоса, чем у Шаляпина. А Шаляпина-то не было. Значит, дело-то ведь не в голосе. Голос — это инструмент, это скрипка. Замечательная скрипка Страдивари, которая лежит и ждет своего Паганини. И поэтому, если говорить о Зурабе, то надо говорить не о голосе. Надо говорить об артисте. Даже не актере. То есть о художественной личности, которая существует, как полагается настоящему актеру, существует комплекс. Партию Германа исполняет народный артист Советского Союза Зураб Аджапаридзе. Он был очень страстный человек. Он был страстный человек не только на сцене, но и в жизни тоже. Но это одно и то же, потому что когда человек выходит на сцену и не имеет вот этой страстности, не имеет этой потенции на сцене, тогда и не получается, никакой образ не может получиться. И тогда он не может эту потенцию передать публике. А Зураб обладал этим. Просто на семерых ему было отпущено. Внутренней насыщенностью, эмоцией внутренней своей, которая передавалась через тембр. И она брала зрителя
что называется, тепленьким. Вот это и есть харизма. И это было у Зураба Анджапаридзе. Души истерзанной мучением.